Так, хотел я показать, как мы собираем инжекторы, какие контроли качества у нас на этом этапе. Ну, вот, в принципе, две половинки самого смесителя. Закручивается направляющая, закручивается соединительный болт. Значит, две у нас сюда вставляются резиночки, которые держат дополнительно. Ну вот, вы можете видеть, они у нас маркированы. Это перед покраской мы их маркируем, чтобы потом пары были собраны у нас одинаковые. Так, вот мы собрали сам инжектор двойной, сам смеситель. Вот он лежит. Значит, сейчас мы соберем основную часть. Значит, скручиваем поршня, резиночка, пружиночки, закидываем сюда пружинку. Вот, собрали, скручиваем, два двойника на соединительном инжекторе. И вот на этом этапе у нас идет две проверки. Значит, мы смазываем глицерином, транспортировочная смазка, и смотрим ход, как работает инжектор. Должен плавно работать, без рывков, без задиров. Вот, и контролируем посадку и параллельность. То есть вот у нас штоки одинаковой длины, одинаково закрутили здесь поршня на штоках. То есть у нас здесь перекоса не будет на данном этапе. Значит, берем, собираем хомут, надеваем хомута, стягиваем хомут. У нас два инжектора в паре, и вот я на вот этом этапе проверяю, насколько у нас четко пара инжекторов работает вместе. То есть у нас нет никаких остановок, там задиров. Плавно, ровно, аккуратно. Вот. Если есть какие-то перекосы, можно трубу крутануть. Но, как правило, вот на этом этапе тот первый этап сборки. Теперь мы ставим носики двойника, проверяем, как они здесь держатся. Все у нас на месте, они не выпадают. В то же время их можно отсюда извлечь, они там не застревают. Вот. Сам двойник. И теперь проверяем, как носики входят в двойник. Ну, теперь пара. Все, вот он, двойник собран. Ну, можно проверить. Здесь у нас отверстие есть, чтобы воздух выходил на шприцах. Ну и ложим дополнительный комплект. Два шарика. Сложно было разобрать, пользоваться как обычным шприцом. Два колечка уплотнительных запасных и 4 колечка для инжекторов. Все.